Всем большой привет! Сегодня хочу поделиться своими продвижениями по моему морскому проекту. Это попутный ветер от Triolis. Размер будущей готовой работы должен быть 60 на 40. И я думаю, что отшила почти половину, да. Я вышиваю по 3 квадратика вверх, если вы помните. В этот раз отшивала по 2 квадратика вверх, так как я закончила первые 4 листа. Вот сейчас видно такой маленький кусочек схемки. Я их режу на полосочки, чтобы мне было удобно, и закрепляю на магнит. И вот так вот эту полосочку я могу передвигать вдоль всей работы, чтобы мне было удобно вышивать, чтобы не крутить головой, не напрягать зрение. Вот так выглядит вся моя работа, весь станок. Давайте покажу поближе. Работа еще без бэкстича. На вот этом участке нужно будет его выполнить. Очень мне нравится. Я вообще в полном восторге от цветов, от оттенков. Посмотрите, какая красота. Какие нежные переходы. Сочетание крестиков, 2 ниточки в одну ниточку. Я получаю вообще огромное удовольствие от этой работы. Вот так. Мне нужно еще выполнить бэкстич, и можно будет переставить уже канву. Вот так вот. Здесь у меня в такой корзиночке находятся иголки. Очень хочу найти, девочки, игольницу с магнитом, пока вот на моих сайтах не попадается. Я сейчас делаю покупки на киевском сайте Муркины рукоделки. Там, в принципе, сейчас очень такие хорошие цены, и, наверное, поэтому все разгребают. Вот, в общем, здесь у меня иголочки кое-какие, нитковдеватели, вот ДМС, тут простой мой геннаперсток. В общем, подручные средства, где я вот как бы все так могу взять и быстро приступить к работе. Здесь у меня вот рядом находится мой маленький компьютер, я там смотрю ролики на YouTube, да, там все такое. Это мое любимое кресло, оно мне появилось недавно и очень-очень меня выручает, чтобы не уставала спина. Можно сидеть и несколько часов вышивать. Очень люблю это кресло. Вот так вот. Ну и вот сижу я, сзади меня окно, поэтому шумно часто, когда я снимаю свои видео. Проезжая часть. Не центр, конечно, города, что большое движение, но все равно вот слышно. Не знаю, почему такая слышимость. Вот покажу вам вид из окна, дома. У нас еще достаточно жарко. Вот так вот живем. Вот. Также у меня здесь со мной вот есть такой маленький столик, как бы, да. Здесь тоже вот в этой корзиночке разные приспособления. Это биндеры, да, вот тут у меня ножнички еще одни висят. Это маркер для разметки канвы. Так, что здесь еще? Давайте уже заглянем вместе. Это вот такие контейнеры маленькие, в них продаются всякие присыпки к кондитерским изделиям, когда готовишь. Но я их приспособила под иголочки, чтобы разделять разные размеры иголочек. Это еще пустой, потому что большие иголки все в работе. А вот здесь у меня мелкие иголочки 28 номера. Мои ножнички любимые. Да. Тут еще вот в пакете запасные иголочки разные, DMC, РТО, гамма. Гамма мне, вот честно, не очень понравились тем, что они в ткань проходят со скрипом. Конечно, неудобно так работать, мне не понравилось. Сами иголки по форме очень даже неплохие, с золотым ушком, но вот этот скрип, это же невозможно. Так, вот такая вот у меня здесь корзиночка.
Это вот моя косметичка, тоже любимая. Здесь у меня, вот так я открываю. Это самодельный органайзер. Ну, тоже выручает. А что? Вот иголочки сюда втыкаю, можно работать. И мои органайзеры с ниточками. Я когда начинаю работать, я вот так вот их распрямляю. И вот выбираю, какая мне ниточка нужна. Я пользуюсь. Ниточек много, вот они. Они не путаются, очень удобно. Повышивала. Все вот так складывается. Здесь у меня также в пакете лежат запасные нитки, которые еще не пошли в работу. Тоже очень много достаточно. Клипсы, ну так, материалы рабочие. И вот в этом конверте у меня схема. Оригинал и копия. Я там достаю разные листы, меняю их, режу. В общем, вот так вот. Так вот у меня организовано мое рабочее место. Все, что необходимо, под рукой. Тут у меня моя вышивка. Буду сейчас делать бэкстич. И потом вам еще покажу также с бэкстичем. Очень мне нравятся эти крестики, эти цвета. Риолис. Я вообще в большом восторге. Посмотрю еще в конце работы, если хватит ниток полностью, то я только-только буду брать наборы у Риолиса. Потому что я вышиваю сейчас парковкой и не экономлю нитку. Здесь экономить не получается. Потому что если остается маленький хвостик, куда его отрежешь, куда его сохранишь, я выбрасываю совсем маленькие отрезки. Вот, поэтому посмотрим, что будет. Вот такая у меня организация. Так идет потихоньку процесс, потихонечку продвигается. Спасибо, что вы были со мной. Желаю вам творческих успехов, хорошего настроения. Всем пока.